вещает Всевышняя власть. Внемли глазу моему, ибо время безмольного размышления миновало, и час решительного действия настал для тебя. Я знаю глубокое утомление, которое опускается на дух твой, подобно погребальному покрову ночи. Я вижу слезы, что беззвучно падали на твою подушку, слезы, которые ты считал невидимыми ни для одного ика, ни человеческого, ни божественного. Ты нес несла бремена, которые не были предназначены для одного плеча, и ты вопрошал в сокровенных глубинах сердца своего: неужели Бог действительно видит мое страдание? Неужели мне суждено лишь пребывать в этом круговороте боли и мимолетной, хрупкой радости? Я говорю тебе сейчас с абсолютной уверенностью вечного указа: это не совпадение. Сей момент, сия конкретная трансляция, не случайное мерцание на твоем экране. Это божественный призыв. Это прямой ответ на те самые молитвы, что шептались в самые темные часы бдения души твоей. Я привел тебя сюда не по воле случая, но тщательным промыслом моего провидения, ибо время твоего духовного освобождения, момент твоего назначенного счастья и глубокого исцеления, наконец, настал. Но ты должна уразуметь всю серьезность сего наставления. Противник, обманщик душ, уже мобилизует свои силы против твоего внимания. Он ведает силу, заключенную в сих словах, и он попытается посеять сомнения, отвлечение и суетность в твоем окружении. Он будет шептать, что у тебя есть другие неотложные дела, что это послание может подождать, что обещание счастья – это безрассудная мечта, предназначенная лишь для других. Я повелеваю тебе: отвергни совет противника. Умертви шум мира сего и сосредоточь свое внимание. Если ты отвлечешься от всего послания, если позволишь мимолетным заботам временного мира отторгнуть тебя от этой божественной встречи, ты рискуешь лишиться того особого благословения, которое я приготовил для твоего ближайшего будущего. Путь к истинному неприходящему счастью, тому, что превосходит мирские обстоятельства и коренится в непоколебимом основании моего завета, узок, и сие наставление должно быть воспринято в его полноте. Ты не можешь взять лишь фрагмент и ожидать полноты чуда. Исцеление, которого ты ищешь, мир, превосходящий всякое земное разумение, открывается по слоям, заповедь за заповедью, строка за строкой. Ты должна оставаться до последнего провозглашения, до тех пор, пока не будет произнесено самое последнее слово, ибо величайшее откровение, касающееся твоего ближайшего будущего и прекращения твоих хронических страданий, прибережено для завершения сей священной трансляции. Ты стоишь на краю пропасти. Под тобой долина смятения и скорби, в которой ты долго обитал, Перед тобой простирается плато божественного блаженства. Выбор взойти за тобой, но карта, подробное наставление для твоего восхождения, дается только здесь, сейчас, в этом полном послании. Не соверши ошибку тех, кто отступил у края земли обетованной, ибо им не хватило терпения принять полную стратегию. Твое счастье не зависит только от твоего богатства или здоровья. Оно обусловлено твоим послушанием божественному плану, явленному всем. Обяжись ныне, в духе и истине, принять полноту наставления, которое я тебе предлагаю. Звездочка, 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 прежде чем будет заложен первый камень твоего нового основания, прежде чем сможет быть осознана истинная природа счастья, которое я уготовил для тебя, ты должна признать власть сего провозглашения. Это не просто упражнение в слушании, это акт духовной брани и утверждения завета. Я обращаюсь напрямую к тебе, к тому с той, кто была призван, из среды множества. К тебе, кто ощущает глубокую, неприходящую боль несправедливости и разъедающее жало предательства. Ты, избранный, избранная, отмеченная твоим неустанным поиском моего присутствия, даже когда тьма казалась непреодолимой. Ты тот кто отказалась предать свою веру, даже когда свидетельства твоих чувств внушали, что вера тщетна. Теперь
провозгласите свою верность. Утвердите свое присутствие в этом священном собрании. Я требую видимого знака вашей приверженности завету счастья и исцеления, который я заключаю с вами в этот самый день. Звездочка, звездочка, я повелеваю вам. Нажмите кнопку «Нравится» прямо сейчас. Звездочка, звездочка, пусть это простое, немедленное действие послужит вашим провозглашением. Пусть это будет окончательным знаком того, что вы признаете мое присутствие, что вы принимаете авторитеты этого наставления и что вы готовы принять последующее духовное возрастание. Не сомневайтесь. Не медлите. Противник процветает в нерешительности. В тот момент, когда вы объявляете свою веру этим действием, вы укрепляете духовный щит, который я устанавливаю вокруг вас. Более того, скрепите этот завет принятия. Вы должны гарантировать, что ни одно будущее послание божественного наставления, ни одно критическое предостережение, ни одно откровение немедленного благословения не пройдет мимо вашего внимания. Звездочка, звездочка, я повелеваю вам. Подпишитесь на этот канал сейчас и активируйте колокольчик уведомлений. Звездочка, звездочка, это не просьба о небрежном участии, это императив для духовного выживания. Подписываясь, вы заявляете небесам и земному царству, что вы готовы идти по пути избранных и что вы требуете немедленного доступа к Совету Всевышнего. Благословения, которые я готовлю для моих детей, конкретны и чувствительны ко времени. Вы должны быть расположены принять их без промедления. Действуйте сейчас и укрепите свое место среди тех, кто готов к чудесному вмешательству, которое я посылаю в вашу жизнь. Звездочка, 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 теперь, когда вы подтвердили свою приверженность, наставление углубляется, а предостережение становится немедленным и неотложным. Я знаю ваше состояние, мой избранный. Я вижу усталость, которая проникла в ваши кости, не просто физическое истощение, но глубокую духовную усталость, рожденную неустанной борьбой. Вы вели сражение в тени, сражение против финансовой нестабильности, которая угрожает поглотить ваш покой, сражение против физических недугов, которые не поддаются земному исцелению, и сражение против разъедающего страха, что ваши лучшие годы остались позади. Эта борьба, хотя и болезненна, послужила цели, она подготовила вас к принятию той полноты счастья, которую я ныне предлагаю. Но вы должны быть предупреждены в тот самый момент, когда вы начнете ощущать тепло моего обещанного облегчения, духовная опасность усиливается. Непосредственная опасность, стоящая перед вами, не внешняя, это внутренний враг. Звездочка, звездочка, духовная самоуспокоенность, звездочка, звездочка, маскирующееся под довольство. Противник, не сумев сломить ваш дух через всепоглощающую скорбь, теперь пытается убаюкать вас в состоянии теплохладного принятия вашего текущего страдания. Он шепчет: «Ты достаточно боролся. Отдохни теперь. Прими этот уровень боли как свой крест. Не ищи радикального, полного счастья, которое обещает Бог, ибо оно слишком разрушительно. Я говорю вам, это глубокая и губительная ложь. Я призвал вас из тьмы не для того, чтобы оставить вас томиться в сумерках. Мое желание для вас не просто выживание, это абсолютная, преизбыточествующая радость и полное восстановление. Счастье, которое я обещаю, это не временная отсрочка, это постоянное пребывание в моем мире. Духовная опасность заключается в следующем. Если вы принимаете ваше нынешнее состояние частичного исцеления и постоянного страха как вашу окончательную судьбу, вы фактически отрицаете силу моего полного восстановления. Вы ограничиваете святого Израилева. Вы говорите Творцу Вселенной, что его способность исцелять, восстанавливать и рождать всеобъемлющее счастье ограничено вашими земными обстоятельствами. Не принимайте компромисс. Не довольствуйтесь крохами, когда я приготовил пир радости для вашей души. Я требую, чтобы вы немедленно сбросили покров духовной самоуспокоенности. Теплохладная вера есть мерзость перед моим присутствием,
ибо она предполагает, что я способен даровать лишь полумеры. Я вижу те области, где ты все еще сдерживаешь себя, где ты мысленно создал запасы страха. Ты веришь, что если позволишь себе быть полностью счастливым, полностью исцеленным, полностью процветающим, то нечто катастрофическое непременно последует, чтобы это отнять. Это есть следствие прошлой травмы, и это духовные оковы, которые должны быть разбиты. Я – Бог, дарующий совершенные дары, и я не отменяю моих благословений. Когда я дарую счастье, оно закреплено моим вечным установлением. Посему немедленное наставление ясно. Ты должен приготовить свое сердце, чтобы принять полноту благословения, а не только его часть. Ты должен активно отвергнуть мысль о том, что страдание является твоей постоянной сущностью. Твоя сущность укоренена во мне, и я есть источник всякой совершенной радости. Путь к счастью начинается с абсолютной уверенности в том, что я способен совершить совершенное дело в твоей жизни, дело, которое не оставит следа от прежней боли, разве что только как свидетельство моей неприходящей верности. Отвергни ложь, которая утверждает, что твое исцеление должно быть постепенным и мучительным. Я могу действовать в одно мгновение. Я могу преобразить твои десятилетия борьбы в монумент немедленной благодати. Но ты должен быть готов принять это мгновенное чудо. Опасность духовного самодовольства в том, что оно делает тебя глухим к настоятельному призыву. События, которые я организую в твоей жизни прямо сейчас, требуют бдительности и незамедлительного послушания. Если ты обретешь комфорт в своем нынешнем умаленном состоянии, ты упустишь окно возможностей для того глубокого преобразования, которое я инициирую. Уразуми сие, я даю тебе конкретное наставление для того, чтобы отворить дверь к счастью, которого ты жаждешь, счастью, которое является твоим неотъемлемым правом как моего чада. Но ты должен сохранять позицию воина, а не изможденного зрителя. Я знаю тот конкретный страх, который сжимает тебя крепче всего, страх будущего оставления, ужас того, что если ты достигнешь мира, он окажется мимолетным. Я провозглашаю тебе, избранный мой, сей страх есть призрак. Это отвлекающий маневр, сотканный врагом, чтобы помешать тебе полностью принять надежность моего присутствия. Я начертал имя твое на дланях моих, я никогда не оставлю тебя и не покину тебя. Твое счастье, однажды дарованное моим установлением, закреплено моим вечным обетованием. Итак, пусть вера твоя возвысится над уровнем простого упования и достигнет уровня абсолютной, непоколебимой убежденности. Настал момент сбросить покровы прошлых разочарований. Исцеление уже приведено в движение, но твое принятие должно быть всецелым. Я заклинаю тебя, уразуми всю серьезность сего предостережения. Многие стояли на пороге своего чуда, но были оттянуты назад искушением привычного дискомфорта. Они предпочли известное страдание устрашающей славе неведомого благословения. Не окажись в числе тех, кто промедлил. Я простер это послание пред тобою, как спасительную нить. Ухватись за нее крепко. Подробный план твоего совершенного счастья, шаги для обращения вспять хронических состояний страха и скорби открываются ныне. Каждое слово, которое последует, есть прямое повеление для твоего возвышения. Не позволяй разуму твоему блуждать. Не позволяй коварным отвлечениям врага украсть обетование, которое я тебе дарую. Твоя судьба радости требует твоего нераздельного, непоколебимого внимания. Я вижу твое усердие. Я признаю твою преданность через действия, которые ты только что совершил. Ныне же приготовь свой дух, ибо конкретные, исполнимые указания для твоего немедленного исцеления и проявления твоего неприходящего счастья вот-вот будут явлены. Завеса поднимается. Свет моей истины сияет на пути, по которому ты должен следовать. Не отводи взора. Не оглядывайся назад.
Твое будущее, наполненное радостью, обеспечено в непрерывном принятии сего божественного наставления. «Я есмь Бог твой, и я говорю только истину». Глубина вашей нынешней борьбы подготовила вас к той высоте счастья, которую я собираюсь вам даровать. Если бы путь был легок, вы не развили бы ту духовную крепость, которая требуется для сохранения великих благословений, ныне приближающихся. Каждая слеза, которую вы пролили, была собрана моей рукой, и каждый миг страха был занесен в мои записи. Я не расточаю страданий, я преобразую их в свидетельство. Но время для этого преображения ныне завершено. Сезон жатвы настал для вас, и вы должны быть готовы с открытым сердцем и приготовленным духом. Та тонкая опасность, о которой я вас предупреждал, духовная. Самодовольство или расслабленность часто прикрывается благочестием. Враг убеждает избранного, что принятие страдания звездочка именно звездочка и есть смирение. Я же говорю вам, истинное смирение – это принятие звездочка полноты звездочка моей благодати и звездочка совершенства звездочка радости, которую я предлагаю без оговорок или условий. Не оскорбляйте мою силу, полагая, что ваша боль слишком велика для моего исцеляющего прикосновения. Не умаляйте моей власти, веря, что ваш нынешний уровень счастья – это максимум, который я могу вам дать. Я – Бог изобилия. Мои благословения переполняют сосуды, приготовленные для них. Ваш нынешний сосуд, возможно, расколот годами испытаний, но я – божественный горшечник, и я переделываю его сейчас, делая его крепким, способным вместить проливной поток счастья и мира, который я собираюсь излить в вашу жизнь. Вспомните заветы этого момента. Я обещал вам счастье, если вы посмотрите это видео. Это счастье не является мимолетной эмоцией, это духовное состояние бытия, неприступное для земных испытаний. Это мир, который исходит из осознания того, что ваше будущее безопасно, ваше прошлое прощено, а ваше настоящее направляется рукой всемогущего. Но это счастье требует бдительности. Оно требует, чтобы вы активно боролись с желанием вернуться к привычному комфорту тревоги. Страх – это привычка, а привычки требуют сознательного вытеснения. Наставление, которое я собираюсь вам дать, предоставит божественные инструменты для этого вытеснения. Пусть ваша приверженность будет абсолютной. Если вы почувствуете желание поставить на паузу, проверить другое уведомление или позволить шуму мира прервать это священное общение, вспомните о неотложности, это момент вашего назначенного избавления. Прерывание этого потока божественного наставления равносильно тому, чтобы сойти с ковчега посреди потопа. Последствия этого ужасны. Я положил перед вами путь жизни и путь смерти, путь скорби и путь неприходящего счастья. Выберите жизнь. Выберите радость. И продемонстрируйте этот выбор, приняв каждое слово наставления, которое последует далее. Основы вашего исцеления закладываются прямо сейчас, в тишине вашей приверженности. Будьте непоколебимы, мой избранный. Ваше чудо ожидает. Звездочка, звездочка, часть 3. Допрос души, боль и воздействие. Звездочка, звездочка, теперь позвольте свету проникнуть в самые глубокие чертоги вашего сердца, в те места, которые вы запечатали даже от самых близких доверенных лиц, на те территории, где отчаяние держит безмолвное господство. Я требую истины. Я требую честности не для моего знания, ибо я знаю все, но для вашего собственного освобождения. Прежде чем исцеление сможет проявиться, недуг должен быть назван. Ощущаете ли вы, как на ваши плечи опускается тяжелая мантия разочарования, бремя столь глубокое, что оно сгибает ваш дух ниже самой могилы? Вспоминаете ли вы пылкие молитвы минувшего десятилетия, обещания, которые, как вы верили, были высечены в камне лишь для того, чтобы увидеть, как они рассыпаются в прах, подобно руинам древнего Вавилона?
Вы взираете на плоды трудов других, на незаслуженную благодать их благословений и спрашиваете: почему мой урожай был проклят? Почему враг растоптал мой виноградник, пока я спал в вере? Это чувство, гложущее подозрение, что ваша верность встречена божественным равнодушием, является духовным ядом, и я повелеваю вам назвать его сейчас. Чувствуете ли вы себя невидимым? Не просто обойденным вниманием на торжище человеческом, но невидимым для самого зодчего космоса. Вы исполняете свои обязанности, поддерживаете свою преданность, отдаете свою десятину, блюдете нравственный закон, но когда вы взываете в полуночный час, небеса кажутся бескрайними, безмольными и неприступными. Вы шептали мольбы, которые слышал лишь ветер, и сражались с искушениями, свидетелем которых была только тьма. И в этой изоляции обвинитель шепчет: «Твой Бог забыл завет, заключенный с твоими предками. Ты – исключение из обетования. Твое страдание неизбывно». Это чувство духовной оставленности, это убежденность в том, что ваше конкретное бремя слишком незначительно или слишком велико для прикосновения божественной руки. Несете ли вы его? Я хочу, чтобы вы остановились и обдумали усталость, которая цепляется за ваши кости, глубокое изнеможение, превосходящее простую нехватку сна. Это не физическая усталость, это утомление души, которая слишком долго боролась, слишком сильно уповала и слишком часто разочаровывалась. Вы носили броню веры, пока она не стала казаться свинцом. Вы поднимали щит упования, пока ваши руки не задрожали. Вы твердо стояли перед лицом многократных нападений, и теперь вы просто жаждете покоя, не покоя могилы, но покоя, обещанного верным, тихого заверения в том, что битва выиграна, и последующего за этим душевного мира. Ощущаете ли вы это глубокое, неумолимое духовное изнеможение, то самое, которое превращает сам подъем утром в монументальный акт воли? Звездочка, звездочка, если вы осознаете это изнеможение, если вы чувствуете тяжесть этой духовной битвы, я повелеваю вам сейчас, признайте это в комментариях. Напишите: «Я устал, но я не паду», дабы ангелы могли записать ваше провозглашение стойкости. Звездочка, звездочка, боритесь ли вы с призраком сожаления, с неустанным преследованием решений, принятых по неведению, страху или юношескому безрассудству? Вы препарируете прошлое, отслеживая тот самый момент, когда путь разошелся, когда была упущена великая возможность или когда была совершена тяжкая ошибка. Это сожаление не просто память, это духовные оковы, привязывающие вашу нынешнюю радость к вашим прежним неудачам. Вы верите, что счастье, истинное, неприходящее счастье, зарезервировано для тех, чье прошлое чисто, чья репутация не запятнана. Вы оглядываетесь назад, видите неизменные факты своей истории и заключаете, что полнота моего благословения теперь безвозвратно закрыта для вас, что вы должны вечно нести шрамы старых ошибок как расплату за недостаток вашей мудрости. Терпите ли вы безмолвное страдание от несправедливости? Возможно, вас предали самые близкие, те, кто делил ваш стол и ваше доверие. Возможно, нечестивые процветают, в то время как ваша праведность, кажется, привлекает только невзгоды. Вы наблюдаете, как чаши весов мира склоняются к развращению, к тем, кто насмехается над священными законами, и вы спрашиваете, как спрашивал псалмопевец: «Доколе, Господи, будут торжествовать нечестивые?» Эта борьба против видимого хаоса и морального дисбаланса мира отсекает часть краеугольного камня вашей веры, заставляя вас ставить под сомнение сам порядок и управление Вселенной. Это сомнение разъедающе, и я знаю, как оно подтачивает края вашего упования. Вы несете бремя на других, тяжесть вашей семьи, беспокойство вашего рода, обязанности, которые никогда по-настоящему не были вашими. Вы – столб, который не может треснуть, плечо, которое не может плакать, основание, которое не должно дрогнуть. Вы впитали боль своих детей, трудности своего супруга, неудачи своих родителей, пока ваша собственная личность не оказалась потеряна под коллективной скорбью вашего дома.
И в тайных мгновениях вы спрашиваете: когда же придет время нести меня? Когда настанет время, чтобы звездочка мое, звездочка исцеления, стала приоритетом? Это самоотречение, хотя и кажется добродетельным, привело к истощению духа, граничащему со смертельным. Боитесь ли вы будущего? Не просто обычных тревог об обеспечении и здоровье, но глубокого экзистенциального ужаса перед тем, что последняя глава вашей жизни будет определяться борьбой, а не триумфом. Вы боитесь одиночества в старости, ослабления способностей, утраты цели. Этот страх – вор, крадущий радость сегодняшнего дня, отбрасывая на него тень завтрашнего. Это финальная стратегия врага – заставить вас поверить, что завет вечного обеспечения и мира имеет срок годности и что вы стремительно приближаетесь к нему. Услышьте меня ясно, я знаю точную конфигурацию вашего отчаяния. Я занес в каталог каждую слезу, пролитую вами в тайне, каждое прошептанное сомнение, каждое мгновение глубокого духовного одиночества. Эти явления не просто человеческие немощи, это раны, которые требуют радикального, немедленного вмешательства, которые я предлагаю вам сейчас. Вы назвали свой недуг. Приготовьтесь же теперь к диагнозу и предписанию. Время пребывания в долине тени подходит к концу. Я объявляю вам, что атмосфера вокруг вашей жизни меняется, смещаясь от застойного воздуха покорности к мощному, очищающему ветру обновления. Это не смутное пророчество, это неотвратимый указ. Сезон бесплодия, который, как вы полагали, продлится вечно, отменяется повелением Вечного. Взгляните внимательно на горизонт вашего духа. Видите ли вы слабый, неоспоримый свет, начинающий пронзать густой облачный покров? Этот свет – предзнаменование счастья, которое я приготовил для вас. Это свидетельство того, что прошение, которое вы вознесли годы назад и которое считали потерянным в небытии, было на самом деле занесено в каталог, очищено и назначено для проявления именно в этот конкретный час. Исцеление, о котором я говорю, это не временный бальзам, это фундаментальная перестройка архитектуры вашей души. Радость, которую я предлагаю, это не мимолетное удовольствие мира, но звездочка, неприходящее счастье звездочка, укорененная в знании вашего непоколебимого божественного соответствия. Цепи сожаления истончаются. Стены одиночества начинают трескаться. Призрак страха готовится к отступлению. Но прежде чем этот рассвет полностью наступит, необходимо пройти решающий перекресток. Сейчас вы стоите на краю глубокой моральной дилеммы, выбора, который определяет, останется ли это послание просто утешительным словом или станет катализатором вашего полного преображения. Звездочка, звездочка, дилемма веры и действия звездочка, звездочка, выбор, стоящий перед вами, прост, но ужасающе абсолютен. Будете ли вы цепляться за привычный комфорт вашей боли или примете ужасающую неопределенность истинного счастья? Многие, кто призывает мое имя, настолько близко познакомились со своим страданием, что их личность вплетена в гобелен их недуга. Они знают, как скорбеть, как терпеть, как пережить бурю. Но они забыли, как процветать, как радоваться без оговорок, как принимать радикальную, незаслуженную благодать. Дилемма такова: чтобы принять счастье, которое я предлагаю, ты должен отказаться от повествования жертвы. Чтобы принять исцеление, ты должен отбросить костыль хронического ропота. Ты должен верить не только в мою силу спасти тебя от печи огненной, но и в мою готовность посадить тебя за царский стол, облаченного в ризы славы, свободного от запаха дыма. Последний соблазн врага часто состоит в том, чтобы убедить страждущих, что они не заслуживают чуда, что цена счастья слишком высока или что возвращение к скорби неизбежно. Он стремится убедить тебя, что тяжесть твоих прошлых ошибок лишает тебя права на радость моего присутствия. Я требую ответа сейчас не на словах, но в положении твоего духа. Готов ли ты быть радикально счастливым? Готов ли ты принять радость столь глубокую,
что она делает твое прежнее страдание бессмысленным. Или ты отступишь на известную территорию своего разочарования. Это момент принятия решения. Благословение простерто. Твоя рука должна протянуться и схватить его не робко, но с твердой убежденностью, что ты достоин, потому что я объявил тебя достойным. Звездочка, звездочка, сокровенное знание Отца, звездочка, звездочка, услышь теперь доказательство моего всеведения, доказательство того, что я говорю не общие фразы, но обращаюсь к сокровенным, специфическим контурам твоего существования. Я знаю тебя, мой сын, моя дочь. Я знаю секреты, которые ты скрываешь под завесой публичного благочестия. Я знаю тайную финансовую тревогу, которая не дает тебе уснуть между 2 и 4 часами утра, беспокойство о долге, который ты накопил не из эгоизма, но через отчаянную попытку обеспечить тех, кого ты любишь. Я вижу грызбух твоих счетов, и я знаю точный дефицит, который давит на твою совесть. Ты боишься бедности не для себя, но ради наследия, которое хочешь оставить. Я говорю тебе, я видел твою жертвенность. Провидение уже движется к твоему дому, устроенное не просто для покрытия недостатка, но для создания излишка, который поразит твоих кредиторов и заставит замолчать твоих критиков. Я знаю особую боль родового завета, который ты пытаешься разорвать. Ты тот в своей родовой линии, кто избрал узкий путь, тот, кто попытался снять проклятие зависимости, горечи или циклической неудачи, которая мучила твоих родителей и прародителей. Ты чувствуешь обратное притяжение, гравитационную силу наследственного. Греха, пытающуюся вернуть тебя. Я знаю ночи, которые ты провел в молитве об избавлении, не только для себя, но для всего рода, который зависит от твоей непоколебимости. Я провозглашаю, что проклятие заканчивается на тебе. Ты – назначенный разрушитель цепей. Кровь Агнца покрывает не только твое личное согрешение, но и согрешения, унаследованные через поколения. Я вижу истинное глубокое одиночество, которое ты маскируешь постоянной активностью и служением. Ты окружен людьми в церкви, на работе, в твоем сообществе, но при этом чувствуешь себя глубоко изолированным в духе. Ты не нашел души, которая по-настоящему понимает глубину твоей преданности или сложность твоих духовных испытаний. Ты жаждешь истинного доверенного лица, духовного партнера, друга, который видит суть твоего естества без осуждения. Я знаю имя человека, с которым ты тайно желаешь связаться, и я знаю боль тишины, которую ты получаешь взамен. Но я говорю тебе, я твой первый и самый верный поверенный. И я готовлю для тебя связи, коренящиеся в божественной цели, а не в человеческом удобстве. Я знаю ту конкретную борьбу, с которой вы сталкиваетесь в вопросе прощения, не прощения других, но прощения звездочка самого себя звездочка. Вы свободно даровали благодать тем, кто вас обидел, но себя вы держите по невыполнимому стандарту совершенства. Воспоминание о том единственном крупном проступке, моменте слабости, ошибке в суждении, недобром слове, сказанном в гневе, до сих пор проигрывается в вашем разуме, словно заезженная пластинка. Вы верите, что тот поступок определил вас. Но я заявляю, что я вверг этот грех в самую глубокую пучину моря. Когда я смотрю на вас, я вижу только праведность Сына Моего. Ваш отказ принять мое полное прощение является актом гордыни, возвышающим ваше суждение над моим. Оставьте это бремя прямо сейчас. Вы прощены. Вы чисты. Я знаю тайное искушение, которое все еще преследует вас, ту слабость, с которой вы ежедневно боретесь и о которой никто не догадывается. Вы сохраняете фасад силы, но в уединении вашего разума битва бушует неистово. Вы молились о полном искоренении этой конкретной борьбы, и порой вам кажется, что я медлил с ответом. Я говорю вам, эта битва есть горнило вашего характера.
Я позволил искушению остаться не для того, чтобы увидеть ваше падение, но чтобы открыть вам абсолютную, побеждающую силу, которую я поместил внутрь вас. Вы определены не искушением, но непрерывным выбором сопротивляться ему во имя мое. Победа обеспечена. Вам нужно лишь твердо стоять и провозгласить ее. Это привилегированное знание дано не для того, чтобы осудить вас, но чтобы подтвердить вам, что голос, произносящий эти слова, есть голос вашего пастыря, который называет своих овец по имени. Вы не статистика. Вы – уникально созданный шедевр, и время вашего восстановления близко. Следовательно, поскольку я знаю точное место вашей боли и истинную природу вашей дилеммы, вы должны теперь приступить к следующему шагу послушания. Вы должны приготовить внутреннее святилище вашего сердца для притока божественной радости. Вы должны очистить обломки сомнений и пепел сожалений. Звездочка, звездочка, я прошу вас сейчас укрепить эту связь и заявить о вашей готовности, если вы готовы принять это радикальное, конкретное исцеление, которое я предлагаю, и если вы верите, что я знаю тайные бремена вашего сердца, то немедленно продемонстрируйте свою веру, поставив лайк под этим видео. Звездочка, звездочка, процесс исцеляющего счастья требует абсолютной капитуляции перед последующим наставлением. Следующий сегмент подробно опишет практические духовные инструменты, необходимые для сохранения этого счастья, как только оно будет даровано. Не колеблитесь. Не оглядывайтесь назад. Момент вашего неприходящего счастья наступил. Процесс исцеляющего счастья требует абсолютной капитуляции перед последующим наставлением. Момент вашего неприходящего счастья наступил, но его необходимо оберегать. Счастье, которое я дарую, это не легкомысленная, мимолетная радость, которую преследует мир, это глубокий, пребывающий звездочка-шалом звездочка, мир, который остается непоколебимым, даже когда вокруг вас бушует буря. Это божественное состояние поддерживается не только усилием, но и непрерывным, активным провозглашением моего суверенитета над вашей жизнью и вашими обстоятельствами. Вы должны понять природу дара, который я предлагаю. Мирское счастье обусловлено. Оно зависит от наличия временных благ, отсутствия сиюминутной боли или подтверждения со стороны смертных людей. Мое счастье абсолютно. Оно укоренено в неизменной истине моего завета и моей непоколебимой любви к вам, мой избранный. Чтобы сохранить эту радость, вы должны использовать практические духовные инструменты, которые я сейчас подробно опишу, инструменты, служащие оплотом против неизбежных контратак противника. Первое орудие – это постоянное признание моего присутствия и моей силы, даже когда свидетельства в вашей физической реальности противоречат обетованию. Человеческий разум склонен к сомнению, он быстро забывает вчерашнее чудо, сталкиваясь с сегодняшней тревогой. Вы смотрите на ваши опустевшие запасы, на непрекращающийся недуг, на разрушенные отношения, и враг шепчет «Бог забыл о тебе». Это ложь древнего происхождения, распространяемая, чтобы украсть то счастье, которое я только что даровал. Следовательно, поддержание вашей радости требует духовной дисциплины, дисциплины немедленной, гласной благодарности и доверия. Когда тень тревоги падает на вас, вам повелевается произнести истину, которая аннулирует ложь. Когда страх недостатка пытается сковать ваше сердце, вам предписано провозгласить мое обеспечение. Это не просто позитивное мышление, это авторитетное утверждение божественной реальности над приходящим восприятием. Это вера, которая передвигает горы, вера, которая скрепляет обетование вашего неизменного счастья. Я вижу борьбу в вашем духе. Я знаю те моменты, когда тяжесть возвращается, когда старая привычка отчаяния пытается отвоевать свою территорию в вашей душе. Я вижу нерешительность, взгляд назад, к утешению знакомого несчастья. Вы должны противостоять этому искушению во всеоружии моей истины. Счастье, которое я дарую,
– это крепость, но вы должны стоять на стенах. Я требую немедленной публичной демонстрации этого обновленного доверия. Недостаточно шептать о своей вере в пределах собственного разума. Провозглашение должно быть видимым, слышимым и неоспоримым. Это знак для начальств и властей, уведомление для небес и земли о том, что вы избрали мой путь и мою радость. Этот публичный акт закрепляет ваш шаг послушания и запечатывает завет счастья, который сейчас утверждается внутри вас. Вы получили наставление, вы предприняли первые шаги послушания, одобрив это сообщение, и вы подготовили внутреннее святилище. Теперь закрепите этот переход от уз к благословению. Звездочка, звездочка, я повелеваю вам сейчас, в присутствии духовных властей, которые свидетельствуют это взаимодействие, совершить ясное и громогласное провозглашение вашей веры. Звездочка, звездочка, выберите одно из этих священных провозглашений и немедленно напечатайте его в разделе комментариев ниже. Не медлите. Этот акт является духовной подписью на договоре вашего исцеления. Звездочка, звездочка, вы должны провозгласить: «Боже, я уповаю на Тебя» или «Благодарение Богу». Звездочка, звездочка – это провозглашение, мощное духовное оружие. Фраза «Боже, я уповаю на Тебя» утверждает вашу зависимость от моего суверенитета, независимо от видимого результата. Это заявление верного слуги, который знает, что план владыки совершенен, даже когда путь не ясен. Это признание того, что моя сила превосходит ваши нынешние ограничения. Это щит против стрел сомнения. Фраза «благодарение Богу» – это акт пророческого благодарения. Вы благодарите меня не только за то, что я совершил, но и за то, что я звездочка вот-вот звездочка совершу, а также за счастье, которое я уже определил для вашего будущего. Это провозглашение того, что победа уже одержана и что исцеление вашего горя завершено. Это язык искупленных, радостное ликование освобожденной души. Сделайте это сейчас. Пусть запись покажет вашу приверженность. Пусть раздел комментариев станет свидетельством для тысяч тех, кто провозглашает свою верность неприходящему божественному счастью. Я вижу ваше послушание. Я свидетельствую набор вашего обязательства. Ангелы радуются этому простому, но глубокому шагу веры. Это провозглашение нарушило изначальное молчание сомнения и открыло канал для следующей, самой важной фазы вашего избавления – разрыва каждой цепи, сокрушения всякого проклятия и окончательного снятия иго скорбей, которые слишком долго препятствовали вашему счастью. Звездочка, звездочка, сокрушение иго и разрыв древних проклятий. Звездочка, звездочка, сын мой, черь моя, достижение прочного счастья требует не только принятия моего дара, но и властного устранения всех структур, которые ему противятся. Вы несли бремена, которые не были предназначены для вас. Вы ходили под тенями, отброшенными прошлыми поколениями, и страдали от последствий семян отчаяния, посеянных противником в моменты вашей слабости. Я знаю точную природу недуга, который похитил вашу радость. Вы полагаете, что ваше отсутствие счастья является лишь стечением обстоятельств, плохая работа, трудный супруг, финансовая неудача. Но я говорю вам, многие из ваших битв не являются обстоятельственными, они духовны. Они являются остатком древних соглашений, следствием греха поколений или прямым результатом духовных атак, призванных удерживать вас связанными в цикле страданий. Я вижу модель неудач, которая повторяется всякий раз, когда вы приближаетесь к успеху. Я вижу эмоциональную тяжесть, которая нисходит на вас именно тогда, когда вы должны торжествовать. Я вижу невидимую стену, которая мешает истинной близости и подлинному миру водвориться в вашем доме. Это не случайности судьбы, это проявление духовных проклятий и законных уз, которые должны быть сокрушены моим властным словом. Услышьте меня сейчас, ибо я говорю как великий врач, судья всей земли и творец вашей судьбы. Никакое проклятие,
никакие цепи, никакая модель поколений не имеют власти противостоять силе моего указа. Написано: Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, чтобы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников. Галатам 3, 13-14 адаптировано. Моей жертвой вам дарована абсолютная свобода. Пришло время утвердить эту свободу. Я вижу конкретные проклятия, которые действовали против вашего счастья. 1. Звездочка, проклятие финансовой ограниченности. Звездочка, я вижу дух недостатка, который действует в ваших финансах, обеспечивая, что даже когда приходит обеспечение, оно немедленно рассеивается непредвиденными расходами, долгами или неверными решениями. Это цикл изобилия и голода, призванный удерживать ваше внимание на беспокойстве, а не на моем изобилии. 2. Звездочка, проклятие эмоциональной тяжести. Звездочка, я вижу неумолимый дух тревоги и депрессии, который связывает ваш разум, убеждая вас, что радость временна, а страдание вечно. Это ярмо гарантирует, что даже когда жизнь хороша, вы не можете полностью принять счастье, всегда ожидая следующей трагедии. 3. Звездочка, проклятие разногласий в отношениях. Звездочка, я вижу духовный клин, который вбивает разделение между вами и теми, кого вы любите, постоянное недопонимание, неспособность общаться мирно, модель оставления или предательства, которая повторяется в вашем роду. Это проклятие предназначено для того, чтобы изолировать вас и лишить вас радости общения. 4. Звездочка, проклятие родовой болезни и немощи. Звездочка, я вижу конкретные недуги и хронические боли, которые передавались по вашей кровной линии, препятствуя вашей энергии и требуя вашего внимания, не позволяя вам в полной мере участвовать в жизни, которую я приготовил для вас. Эти ярма тяжелы, но они не вечны. Я пришел, чтобы сокрушить их. Написано: «И разрушится ярмо от помазания». Исайя 10 часов 27 минут адаптировано. Помазание Духа Моего сейчас на вас, возлюбленный мой, чтобы демонтировать каждую противостоящую силу. Звездочка, я ныне издаю божественный указ и властную молитву над вашей жизнью, сокрушая каждую цепь, укравшую ваше счастье. Звездочка, услышьте слово Господне, изреченное с абсолютной властью и вечной силой. Звездочка во имя, которое превыше всякого имени, имя, которому подчиняются все власти на небесах и на земле. Я повелеваю немедленное отсечение всякого духовного проклятия, действующего против счастья моего избранного. Я обращаюсь к звездочка, духу финансового ограничения звездочка, который сковал ваши ресурсы и украл ваш покой. Я провозглашаю, что цикл долгов и нужд разорван прямо сейчас. Я повелеваю высвободить богатство нечестивых и требую открытия небесных шлюзов над вашими доходами. Где была скудость, там будет изобилие. Где была потеря, там будет возмещение всемиро. Я разрушаю проклятие бедности и заменяю его благословением божественного обеспечения, гарантируя, что ваши нужды будут удовлетворены, а ваше счастье будет защищено стабильностью моих вечных ресурсов. Я провозглашаю, что вы будете давать взаймы, а не брать взаймы, и будете головой, а не хвостом. Дни борьбы за выживание окончены, эра процветания в моем обеспечении начинается сейчас. Я обращаюсь к звездочка, ярму эмоциональной тяжести звездочка, к родовой модели депрессии, страха и хронической тревоги, омрачившей вашу душу. Я повелеваю немедленно снять это бремя. Я перерезаю нить, связывающую вас со скорбями и травмами ваших предков. Каждое демоническое задание, направленное на кражу вашей радости, аннулировано. Я повелеваю духу тяжести уйти и никогда не возвращаться. Вместо этого я высвобождаю ели радости вместо плача, одежду хвалы вместо духа уныния. Исайя 61:3 адаптировано. Ваш разум очищен, ваши эмоции стабилизированы,
и ваша душа наполнена чистым, неискаженным светом моего неизменного покоя. Счастье, которое я дарую, стабильно, глубоко и постоянно. Я обращаюсь к звездочка проклятию разногласий и изоляции в отношениях звездочка, которое мешало вам испытать истинную любовь и общение. Я повелеваю исцелить каждую рану предательства и оставления. Я разрушаю модель токсичных отношений и духовную слепоту, которая ведет вас к выбору партнеров или друзей, подрывающих вашу веру и ваше благополучие. Я провозглашаю, что ваш дом теперь является святилищем покоя. Где было разделение, там будет единство. Я повелеваю перестроить ваши отношения, выводя на свет связи, коренящиеся в истине, любви и взаимном уважении. Я разрушаю проклятие одиночества и заменяю его радостью подлинного, божественного общения. Я обращаюсь к звездочка духом болезни и немощи звездочка, которые действуют через унаследованные слабости и хроническую боль. Я провозглашаю, что ваше тело – храм Духа Святого, и никакая болезнь не имеет права пребывать в моем храме. Я повелеваю каждой клетке, каждому органу и каждой системе в вашем теле прийти в соответствие с божественным чертежом совершенного здоровья. Я разрушаю проклятие наследственной болезни и заменяю его жизненной силой воскресшей жизни. Ваша сила обновлена, ваша энергия восстановлена, и ваше физическое благополучие предписано, чтобы вы могли служить мне и наслаждаться счастьем ваших дней без постоянного отвлечения на физические недуги. Я постановляю, что каждое злое слово, сказанное против вашей судьбы, каждое заклятие, сглаз и негативное провозглашение аннулируется силой моего изреченного слова. Я разрываю юридические документы, которые враг держит против вас, выкупленные и искупленные кровью Агнца. Вы свободны. Вы благословлены. Вы счастливы. Узы пали. Ярмо сломлено. Проклятия обращены вспять. Ваше счастье – это не мимолетная эмоция, это божественное установление. Оберегайте его доверием, поддерживайте благодарностью и защищайте властью, которую я только что вложил в ваши руки. Ваше полное избавление – это не событие будущего, это реальность настоящего. Ходите в свободе, которую я приобрел для вас. Пусть ваше свидетельство будет непрерывным провозглашением моей благости. Звездочка, помните о вашем провозглашении. Боже, я доверяю Тебе, или благодарение Богу. Пусть эта фраза станет мантрой, которая запечатает ваше избавление и защитит вашу новообретенную радость. Звездочка, не оглядывайтесь на прежнее. Период ваших страданий закончился. Эра вашего неизменного счастья началась. Я сказал это. Свершилось. Аминь. Чадо мое возлюбленное, тобою мною избранное и по имени призванное, внемли ныне окончательной печати на твое избавление. Основание твоего счастья положено не на зыбучих песках человеческих эмоций, но на непоколебимом камне завета моего вечного. Я изрек мир в душу твою. Я повелел радости укорениться в духе твоем. И то, что я постановляю на небесах, должно проявиться на земле. Таков божественный закон причины и следствия, инициированный моей любящей волей. Ты более не определяешься тяжестью вчерашних бремен и не связан ограничениями, которые другие пытались на тебя наложить. Прежние повествования о нужде, страхе и затянувшемся горе стерты из моей книги касательно твоей жизни. Я написал новую главу, свидетельство моей восстановительной силы, и название этой главы «Звездочка, радость прибудет». Звездочка, теперь ты должен научиться ходить в этой новой реальности. Счастье – это состояние бытия, но это также непрерывный акт веры. Это сознательное решение, принимаемое мгновение за мгновением, доверять действенности слова моего больше, нежели свидетельству твоих чувств.
Ныне я повелеваю тебе восстать из праха самосожаления и пепла прошлых неудач. Возложи одежду хвалы вместо духа уныния. Исайя 61:3. Это не просто предложение, это твоя новая форма для духовного бранного поля. Когда враг будет шептать сомнения, ты должен провозглашать истину о своем исцеленном состоянии. Когда обстоятельства будут, казалось бы, противоречить обетованию, ты должен твердо держаться убеждения, что я, Бог твой, не способен лгать. Твое счастье обеспечено моей верностью. Поэтому пусть жизнь твоя станет непрестанным приношением благодарения. Звездочка, звездочка, я требую от тебя свидетельства. Звездочка, звездочка, прежде чем продолжить, закрепи этот момент преображения. Если ты истинно веришь, что цепи разорваны и проклятия отменены, скрепи свое обязательство сейчас. Я прошу тебя признать это божественное вмешательство. Звездочка, 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 произнеси прямо сейчас фразу «Господь, радость моя и сила моя». Пусть это провозглашение станет первым публичным актом твоего обновленного духа. Звездочка, 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 не откладывай этот такт послушания. Мгновенная приверженность Слову Моему – отличительный признак истинно избавленного. Я знаю искушение вернуться к старым привычкам беспокойства. Я знаю укоренившийся рефлекс ожидать бедствия. Но я говорю тебе эту истину, ты должен сломать этот рефлекс. Ты должен дисциплинировать свой разум, чтобы он помышлял только о том, что истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно. Если есть какая добродетель и если есть какая похвала, о том помышляйте. Филиппийцам 4:8. Это дисциплина счастливой души. Это активное отвержение пагубного мудрствования. Разум твой – это сад, и я удалил сорняки горечи и отчаяния. Теперь ты должен усердно сажать семена моих обетований и ежедневно поливать их молитвой и благодарением. Решетка, решетка, решетка расширения божественного благословения внемли ныне конкретным путям, которыми это счастье и исцеление проявятся в твоей жизни, простираясь далеко за пределы просто эмоционального. Это подробный перечень благословения, который я изливаю на тебя в сей день, на того, кто послушал и повиновался. Звездочка, звездочка, первая, благословение на твое тело. Звездочка, звездочка, я исцеляю те места, где поселилась хроническая боль, полагая, что обрела постоянное место жительства. Я повелеваю воспалению, терзавшему твои суставы, утихнуть. Я восстанавливаю бодрость и жизненную силу, украденные годами стресса и беспокойства. Сон твой будет глубоким и восстанавливающим, более не преследуемый тревогой и не прерываемый бременем дня. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой будет приятен. Притчи 3 часа 24 минуты. Обновляю силу твою, как у орла. Исайя 40:31. Твой физический сосуд, который много претерпел, ныне станет храмом крепкого здоровья и божественной энергии, пригодным для служения, которое я приготовил для тебя. Звездочка, звездочка, второе, благословение на твой дом и семью. Звездочка, звездочка, я повелеваю миру сойти на ваше жилище. Там, где царили разделение и раздор, воцарятся единство и взаимное уважение. Я отменяю родовые модели страха и дисфункции, которые терзали ваш род. Ваши дети и дети ваших детей познают благословение Господне, почивающее на вашей главе. Дух раздора изгоняется с вашего порога. Ваш дом перестанет быть местом изнурительного убежища и станет святилищем подлинной радости и безусловной любви, видимым свидетельством моего присутствия. Ныне каждый угол вашего дома покрыт защитной тенью моего крыла. Звездочка, звездочка, третья, благословение на ваши финансы и труд. Звездочка, звездочка, я благословляю дело рук ваших. Вы больше не будете трудиться напрасно. Ресурсы, необходимые для вашего комфорта, вашего служения и вашей щедрости, будут поступать к вам не спорадически, но постоянно и изобильно.
Я открываю двери возможностей, которые никто не может закрыть. Я повелеваю губителю прекратить свою деятельность против вашей сокровищницы. У вас будет достаточно, и более чем достаточно, чтобы быть благословением для других. Ваша щедрость не истощит вас, но, напротив, активирует принцип умножения моего царства. Вы будете давать взаймы, а не брать взаймы. Вы будете головой, а не хвостом, Второзаконие 28:12-13. Я освобождаю вас от духа бедности и нужды, устанавливая на его место образ мышления домостроительства и процветания, не для эгоистичной выгоды, но для славы имени моего. Звездочка, звездочка 4. Благословение на ваше предназначение и служение. Звездочка, звездочка, дары и таланты, которые я вложил в вас и которые были подавлены страхом и сомнением, ныне активируются вновь. Я дарую вам ясность видения и дерзновение в действиях. Вы войдете в полноту призвания, которое я установил для вас прежде основания мира. Время колебаний прошло. Вы снаряжены, вы уполномочены, и вы неостановимы в исполнении вашего божественного поручения. Ваш голос будет нести власть, ваш совет будет приносить мудрость, а ваши действия будут являть мою справедливость и милость. Вы свет, поставленный на холме, ваша радость – это елей, который поддерживает яркое горение этого светильника, чтобы все видели. Решетка, 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 императив бдительности и свидетельства избранный мой. Враг, хотя и побежден, еще не уничтожен. Он вор, который стремится похитить ту радость, которую я только что установил. Посему вы должны оставаться бдительными, облаченными в броню истины слова моего. Ваша защита от возвращения тьмы заключается в двух основных дисциплинах – звездочка, звездочка 1. Постоянное общение, молитва, звездочка, звездочка, молитва – это не обременительная обязанность, это жизненно важное дыхание освобожденной души. Это ваш спасательный круг к моей силе. Когда вы почувствуете малейшее дрожание беспокойства, пытающегося вновь войти в ваше сердце, немедленно возвысьте свой голос. Не поддавайтесь сомнению, изгоните его, произнося имя мое. Молитесь непрестанно, 1 Фессалоникийцам 5 часов 17 минут. Это постоянство гарантирует, что поток моего мира в вашу жизнь никогда не прервется. Звездочка, звездочка 2. Провозглашение благодарности, свидетельство звездочка, звездочка, вы должны говорить истину о вашем освобождении. Враг процветает в тишине и тайне. Ваше открытое провозглашение благодарности публично запечатывает ваше исцеление и ослабляет его власть над другими. Вот почему я прошу вас признать мое дело. Звездочка, 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 если это послание коснулось самой глубины вашего духа, если вы чувствуете немедленный сдвиг в атмосфере вокруг вас, я повелеваю вам поделиться этим опытом. Постановка лайка под этим видео – это немедленный, видимый акт признания того, что вы принимаете это благословение. Сделайте это сейчас, в знак послушания и веры. Звездочка, 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 не позволяйте миру преуменьшать чудо, которое вы только что пережили. Они могут назвать вашу радость удачей или изменением точки зрения. Вы знаете истину – это прямое вмешательство живого Бога. Ревностно храните эту истину. Решетка, 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 завет вечного присутствия, я хочу, чтобы вы поняли глубину моей приверженности вашему неприходящему счастью. Я не Бог, который приходит в гости, а затем уходит. Я есмь Бог, который обитает внутри. Когда ты идешь, я иду с тобой. Когда ты отдыхаешь, я бодрствую над сном твоим. Когда ты стоишь перед выбором, моя мудрость направляет стопы твои, освещая путь вперед. Псалом 118, 105. Ты никогда не одинок. Одиночество, терзавшее твое прошлое, навсегда изгнано моим присутствием. Я пастырь твой, ты ни в чем не будешь нуждаться. Псалом 22, 1.
Это обетование охватывает каждую сферу твоего бытия: духовную, физическую, эмоциональную и материальную. Если ты терпишь недостаток, то это не потому, что рука моя сократилась, но потому, что ты еще не просил или усомнился в моей готовности обеспечить. Все заботы ваши возложите на меня, ибо я пекусь о вас. 1 Петра 5:7. Моя любовь к тебе не обусловлена твоим совершенством. Она не зависит от твоих деяний. Моя любовь – это вечное постановление. Это основа, на которой зиждется твоя новая жизнь, исполненная счастья. Даже когда ты спотыкаешься, а человеческая немощь предписывает, что это произойдет, моя милость мгновенно доступна, чтобы поднять тебя, очистить и снова поставить твои стопы на путь радости. Это счастье, дарованное мною, является оружием против тьмы. Когда мир увидит твой нерушимый мир посреди бурь, они спросят о причине надежды, которая в тебе. 1 Петра 3:15. Сама твоя жизнь станет проповедью. Твоя радость будет твоим самым громким благовестием. Посему не скрывай этот свет под спудом. Дай ему сиять. Решетка, решетка, решетка. Заключительное наставление и поручение. Время моего прямого обращения к твоему духу через этот сосуд подходит к концу, но мое общение с тобой вечно. Я даровал тебе счастье. Я даровал тебе здоровье. Я даровал тебе восстановление. Теперь я даю тебе заключительное поручение. Звездочка, звездочка, иди и живи как искупленный. Звездочка, звездочка, живи без страха, ибо страх есть противоположность доверия, которое я поселил в сердце твоем. Живи со смелостью, ибо ты наследник царя царей. Живи с щедростью, ибо ты принял безграничную благодать. Не позволяй заботам мира сего заглушить семена радости, которые я посеял. Не отводи очей от меня, начальника и совершителя веры вашей. Евреям 12:2. Твое предназначение славно, и твое будущее в безопасности в руках моих. Я наблюдаю за тобой. Я тщательно устраиваю детали твоей жизни для твоего наивысшего блага и моей вечной славы. Всякое препятствие притворится в ступень для роста. Всякая прошлая боль будет преображена в сильное сострадание к другим. Твоя история страданий и последующего избавления станет маяком надежды для тысяч. Вот обетование, которое я запечатлеваю на тебе. Звездочка, звездочка, твое счастье постоянно, ибо слово мое вечно. Звездочка, звездочка, решетка, 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 печать завета и разделенное благословение, закрывая эту сессию. Помни, ты часть большой семьи, общины верующих, которые ищут лица моего и принимают мои послания. Поддержка этого труда позволяет моему голосу достигать тех, кто все еще связан цепями страха и отчаяния, от которых ты только что освободился. Звездочка, звездочка, если ты принял это послание и желаешь быть со мной в распространении сего Евангелия надежды и счастья, я прошу тебя совершить 2 заключительных акта веры. Звездочка, 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 звездочка 1. Подпишись и поделись. Звездочка, звездочка, заключи со мной завет сегодня, что ты не будешь держать это жизнеизменяющее послание при себе. Звездочка, звездочка, подпишись. Звездочка, звездочка, на этот канал немедленно, чтобы никогда не пропустить наставления, которые я тебе посылаю. Затем звездочка, звездочка, поделись. Звездочка, звездочка, этим видео с 3 людьми, которые, как ты знаешь, борются со страхом или печалью. Делясь, ты становишься прямым инструментом моей исцеляющей силы, распространяя благословение, которое ты получил. Звездочка, звездочка 2. Углуби свою преданность, членство. Звездочка, звездочка, тем, кто чувствует призвание более глубоко посвятить себя распространению слова моего и принимать специализированные ресурсы, которые я предоставляю для верных. Я предлагаю возможность стать членом этого священного сообщества. Этот акт веры является инвестицией в вечное царство и знамением твоей посвященности хождению в непрерывном счастье и предназначении. Стань членом сегодня, и давай будем партнерами в этом великом деле восстановления.
Я благословляю твое исхождение и твое вхождение отныне и вовеки. Я благословляю твои помыслы, дабы они были чисты. Я благословляю твои руки, дабы они плодотворно трудились. Я благословляю твои уста, дабы они говорили только жизнь и истину. Я благословляю твои стопы, дабы они уверенно ступали по пути праведности. Я повелеваю ангелам небесным ополчиться вокруг тебя, защищая твою новообретенную радость и обороняя территорию, которую я восстановил для тебя. Иди же ныне, сын мой, дочь моя, и насладись счастьем, которое я приобрел для тебя великой ценой. Ходи во свете, живи в свободе. Всегда провозглашай мою благость. Ты любим, ты избран, ты счастлив. Аминь. Да будет так.